Не представляете, как мы хотим есть, как мы замерзли. Вот моя ком-карта. Тут просто воняет всем. Боже, мы на последнем кастинге. Всем приветик! Это второе видео из моего нового цикла дневника модели. Снимала я именно это видео сразу по приезду в Китай в марте 2025 года. Вчера я буквально прилетела из Стамбула в Шанхай и на машине доехала до апартов своего агентства в Ханчжоу. Проснулась, потянулась. С утра я обожаю этот легкий утренний комплекс для лимфы. Очень заряжает, дает энергии, и буквально наполняет и подталкивает. Очень вам тоже рекомендую. Дальше я поехала на кастинг в агентство. Агентство мое находится очень близко к апартам, и мой букер угостил меня чаем из своего родного городка. Было очень приятно. И, конечно же, я не оставила ее без маленького подарочка из Турции. Пришла на кастинг наше агентство, чуть не проспала. Это я. Welcome. Это наши девочки. На этот раз у меня был онлайн-кастинг в агентстве. Что такое онлайн-кастинг? Это когда клиент звонит через агента, чтобы увидеть тебя по видео, либо присылает одежду, и вы ее мерите и снимаете вместе со своим агентом. В общем, мы уже отсняли большую часть и ждали подтверждения от клиента. А я пока позировала и залипала на местный колорит с окна. Просто Ханчжоу любить и обожать. Шпионю за собой же. Клиенту, очевидно, очень понравились эти фотки из моего портфолио, поэтому моему агенту пришлось еще найти что-то похожее, чтобы прислать клиенту. Вот кастинг мы закончили. Сейчас я иду обратно в апарты, потому что второй кастинг у меня уже в обед. Вот, мне надо успеть немножечко размяться, потренироваться, потому что я не смогла уснуть до 5 утра, а кастинг у меня был в 9:40, и я, конечно же, немножечко опоздала. Ну, не суть. В начале марта тут еще довольно прохладно, но уже приятно гулять. Беремся. Мне идти пешком где-то минут 20. Просто обожаю Ханчжоу за такие пейзажи. Тут столько речек и красивых парков. Ну и без заказов в Китае вообще никак не обойдется. Заказала себе вкусняшек из китайской доставки. Это, конечно же, еще одна огромнейшая причина, по которой я люблю Китай. Это быстрота доставок и ее качество. Все очень удобно и очень доступно. В апартах на тот момент нас всего было двое. Я и еще одна девочка, с которой мы уже знакомы. Я решила себе заварить вкусный какао. И, конечно же, так как я очень ловкий человек, я уронила его. Пытаясь открыть, я уронила свое какао. Ну и приятного мне аппетита. И я начала смотреть аниме. И совсем забыла вам показать, что я заказала. В общем, это был ролл с зеленью и яйцом. Вместе с ним мне еще принесли кофе, но я не особый любитель кофе, поэтому я его оставила. После обеда-завтрака или завтрака-обеда, в общем, не суть, я начала готовиться ко второму кастингу, в этот раз живому. Мне нужно было ехать на личную встречу с клиентом. Я уже прошла кастинг, показываю вам здание, где был этот кастинг. И спойлер, с этим клиентом я уже после этого кастинга работала несколько раз. На ужин у меня был греческий йогурт со свежей малиной и орешками, и плюс чай с витамином С. Я уже знатно подустала и решила ложиться спать. Еще один плюс наших апартов в Ханчжоу — это огромные раздельные кровати, причем очень удобные. Не все агентства, к сожалению, такое предоставляют. Немного поработав и поразмявшись перед сном, я завершаю этот день и ложусь спать. Увидимся завтра. В общем, вот так вот сегодня прошел мой день. Сегодня, считай, начало контракта в этом году, 2025 год. Все те прошлые видео, которые я выставляла, это про контракт в конце 2024 года. Так что всем новоприбывшим добро пожаловать. Я все еще привыкаю к этому часовому поясу между Турцией и Китаем. 5 часов разницы, Китай впереди. Вот я сегодня жестко почувствовала этот джет-лаг. Прихожу в себя, вот сейчас сколько уже
11 я не могу уснуть. Что по дню? У меня сегодня было 2 кастинга. После второго я чуть не уснула в машине, даже меня укачало. Накупила я себе продукты на пару дней. Вот, пообщались с девочкой, которая тоже живет в этих апартах. Так у нас здесь пока что свободно. Всем приветули! Что у нас сегодня по планам? Сегодня у нас кастинги для шанхайского фэшн-вика. Но на самом деле я уже в нем участвовала. Это мой второй раз. Первый раз я работала все 7 дней. У меня все 7 дней были шоу. И даже несколько. Ну, я имею в виду, что несколько в день. Но все равно это так волнительно, как будто первый раз. Но вообще всем, кто только начинает моделинг и интересуется, как проходят кастинги, я постараюсь сегодня показать, если разрешат снимать. Но, в общем, самое главное условие — просто будьте собой. Это очень важно. Ну, просто будьте собой. Вот нравится тебе улыбаться — улыбайся. Нравится тебе быть серьезной — будь серьезной. Потому что такого плана кастинги — это прям, лотерея. Потому что ты можешь быть просто супер-пупер красоткой, вся в параметре, но вот клиенту понравилась другая. Вот просто потому что она понравилась. Запала, так сказать, в душу. Вот и все. Вот, и на самом деле тут по этому поводу не надо особо переживать, потому что это нормально, это моделинг. Как я уже повторяюсь, просто будьте собой. Все. Ваша энергетика — это то, что притягивает клиентов. No questions after it. Люди, капусточки собрались. Почти мчим, мы не мчим, мы едем на кастинги. А для кого? А для чего? А зачем? Ну, на самом деле мы едем для кастингов на Шанхайскую неделю моды. Мы вдвоем уже участвовали в ней, в этой неделе моды. В прошлом году? Да. Я позапрошлом, получается. Так что мы уже старые как бы. Больше не new face. Да, так что нас должны отбирать уже прям как щелкой такие. Все, мы их берем. Но я надеюсь, конечно, все равно волнительно, как в первый раз, да? Такие, блин. Сейчас споткнемся. Здесь что-то будет слышно или нет? Мы решили забежать в Starbucks, пока у нас есть времечко. Что у нас тут был? Провал с чаем. Мы заказали, оказалось, что это другой офис, который был рядом. Напротив. Но нам пришлось отменить заказ, в общем. Мчимся. Целый час без чая. Почему? Мы уже в поезде. И тут просто воняет всем. Всем, чем может вонять вообще по всем мире. Вот, весь этот запах здесь. Вот там носками, едой, просто я не знаю, чем еще, пердежом. Это все прекрасные запахи Китая. Дуриана так не хватает. Ой, вон они еще что-то там жрут. Короче, модельная жизнь, она такая. Тут вам не только Шанель и Прада. Мы едем на кастинг, мы обсудили все кастинги. Ну, точнее, вообще, как они могут проходить. У нас сегодня такой мини-марафон. Вообще в день может быть 5, 6, 10 даже кастингов, но у нас сегодня пока что 4. Но я знаю, что наше агентство может подкинуть еще в течение дня. Надеемся, что сегодня будет 4 кастинга, и на этом все. Ты нервничаешь перед кастингом? Нет, смотрю видео. Тут ужасное видео в Инстаграме. Типа, мужчина такой: я завел собаку, чтобы ее выгуливать. Тут собака чужая без поводка нападает на его собаку. И он типа ее отгоняет. И потом хозяйка подходит и бьет этого мужика. Что модели смотрят по дороге в кастинг? Смотрим, из-за собаки срутся. Она думает, что я переживаю за кастинг. Вот о чем я переживаю. Чужую собаку бьют, а еще хозяина побили. Мы о собаке переживаем больше, чем о себе. Ну, не о себе, а о том, как пройдет кастинг. Но вообще это, конечно, волнительно, но на опыте
На опыте привыкаешь уже как-то спокойнее к этому. Тоже почти на первом кастинге. Вдохнули, выдохнули и подтопали. Ну да, мы просто идем за другой моделью, потому что мы не знаем, где именно кастинг. Стадное чувство выигрывает. Что мы на кастинг? Стоим, ждем свою очередь. Тильда, покажи свою композицию. Она помялась. Моя вот здесь. Сейчас вот моя компанта. У нас тут, конечно же, очередь. Мы ждем своей. Ну какие? У меня 23, 22. Не, у меня... да, ну да, 22-23. Да. Напишу. Ну что, первый кастинг прошел. Я подмерзла. Тильда им понравилось. Я нет, но это не проблема. Как бы отказы в моделинге это норм. Хотя, по-моему, это... Короче, суть моего повествования. Не расстраивайтесь, если даже у вас там, ну, допустим, один кастинг не прошел, может другой пройти. Либо у вас могут завязаться какие-то новые связи, контакты. Мы не расстраиваемся, ну, потому что на опыте. Едем на второй. Боже, как это красиво! Наш кастинг номер 2 в очень красивом помещении. Ну тут прям европейская архитектура чувствуется, это название бренда. Знаешь, знаменитая булочная Мишлен с этим китайским булочкой. Пришли в свое любимое место, называется Моне. Что мы заказали? Наш заказ еще не пришел. Такие голодные, бегающие модели. У тебя онигири. И вот такой вот бао. У меня такая пельмешка китайская. И там вот сэндвич. О боже, мы на последнем кастинге. Непонятно где. И тут, походу, закрыто. Уже время почти 8 часов, и мы до сих пор катаемся. До сих пор. До сих пор. Вы не представляете, как мы хотим есть, как мы замерзли. Но вот так вот проходят кастинги обычно. Главное выжить и поесть. Да, нам еще ехать домой на поезде. Мы уже забываем слова. Божество денег. Что мы опять на ЖД-станции. Голодные модели нападают на бургер. Модельная еда, да? Модельная, это очень модельная еда. Что все наши кастинги сегодня были пройдены. Все 5, да? 6? Да. 6 даже. По-моему, 6, да. Вот, время уже 9. Мы сейчас едем обратно в апарты. Пожелайте нам удачи, чтобы все, куда мы сходили, было пройдено. Ну, мы надеемся на это, по крайней мере. Заработали много-много денег. Чтобы мы заработали еще много денег. A few moments later. Битые, едем домой. Просто никакущие. Все, что осталось от нашей еды из мака. Слышите, кто лежит? Как она орёт? Это она еще не орёт. Она просто разговаривает. Да. Обязательно на громком. Мне кажется, в этом видео нас вообще не будет слышно. Всем спасибо за просмотр. Увидимся еще. Пока-пока.